Спецоперация в Крыму. Украина освобождает свои земли внезапно и быстрее, чем планировалось. Ювелирная атака на востоке полуострова. Зеленский выдвинул жесткий ультиматум. Удары по белорусской границе. Как отреагируют в Минске. Главу Кремля обвинили в госизмене. Расстрелы в России. Сторонники Москвы окончательно разочаровались в Путине и призывают к самым радикальным мерам. Начало мобилизации в РФ. Мужчин хватают прямо на улицах. Ситуация выходит из-под контроля, а власти идут на крайние меры. Похищение средь бела дня, загадочное исчезновение оппозиционера, спецоперация ФСБ по захвату, судьба критика власти остается неизвестной. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда Нехта и я, ее ведущий Степан Путила. Польша и Украина, кажется, окончательно рассорились из-за истории. Президент Польши Кароль Навроцкий демонстративно лишил Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла. Поводом стал скандал вокруг присвоения подразделению ВСУ имени героев УПА. Тема крайне болезненная для поляков из-за волынской трагедии. Есть границы, которые в польско-украинских отношениях переходить нельзя. Это еще и призыв к нашим соседям. Вернитесь на путь правды и взаимного уважения. Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум: неделя или ударим сами. Вдоль двух пограничных с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Думаю, недели ему хватит, чтобы убрать технику. Если не сделает он, сделаем мы. Якщо він це не зробить, зробимо ми. На личные подколки Лукашенко Зеленский, по его словам, не обижается, мы взрослые ребята, но за гибель украинцев спросит. И напомнил, с первых дней войны ракеты летели по Украине и из Беларуси, а Лукашенко тогда звонил и уверял, что ничего не контролировал. Больше в эти сказки в Киеве не верят, и церемониться, похоже, не намерены. Россия побеждает, а цели так называемой СВО будут достигнуты. Об этом додумался заявить глава Госдумы РФ. Вот эти разговоры о переговорах, они тоже не случайны. И то, что Зеленский обратился с письмом, это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции. Это, видимо, ему там дым за окном так в голову вдарил, и Лаврову тоже. Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами. Может не переживать, не только москвичи, но и американцы это тоже наверняка увидели и восхитились. Да и весь мир увидел этот позор, кроме Путина. Наш слон, как называют его русские патриоты, в это неспокойное время занят слонами. Руководитель Татарстана говорил об этом, и уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться. Z значит зоопарк. Гражданам России, правда, подобных гарантий пока никто не дает. Только официально за последнюю неделю ПВО РФ якобы сбило 3909 украинских беспилотников и 8 крылатых ракет. А сколько не сбило? ВСУ окрыляет. Москва в дыму, горят торговые центры, обломки падают на жилые дома, а Путин словно воды в рот набрал. Сильнейшую с начала войны атаку дронов он больше суток демонстративно игнорировал. Госканалы тоже сделали вид, что ничего не произошло. Первый уделил атаке аж 20 секунд. Минобороны сообщила об отражении массированной атаки на российские регионы. Сбито больше 1500 украинских дронов. Молчание вышло боком. Народ, по словам политолога Галлямова, воспринял его так. Либо президент неадекватен, либо ему нет дела до людских страданий. Дошло до того, что нервы сдали даже у самых ярых Z-патриотов. Дедушки молчат, а раз молчат, то ничего нет. При этом никто от них ничего глобального не требует. Просто бейте всеми доступными средствами и не называйте врагов братским народом, партнерами и так далее. Все действия попахивают государственной изменой. Дайте приказ об уничтожении врага. Впрочем, есть и объективные успехи. Давайте о позитивном. ВСУ попали в НПЗ 3 раза, а наше ПВО 4. Значит, налицо очередная победа и преимущество нашего оружия. Спецоперация в Крыму вышла на загляденье. На днях операторы дронов из спецназа ВСУ провели ювелирную атаку на востоке полуострова. Разнесли стратегический железнодорожный мост на ветке Керчь-Джанкой, а заодно и стоявший вплотную автомобильный. Местные насчитали под 20 взрывов. Пожар было видно даже из космоса. А ведь это ключевая артерия, по которой Россия гнала на Южный фронт танки, снаряды и топливо.
Теперь движение парализовано. В спецназе съязвили метко, дроны меняют правила игры быстрее, чем враг успевает укладывать рельсы. И это часть того самого логистического локдауна, которым Украина методично превращает Крым в осажденный остров. Но для контраста фронтовой анекдот из-под Запорожья. Российская армия который день штурмует крошечную Малую Токмачку, ту самую деревню, что не могут взять почти 2 года. На сей раз учудили совсем уж цирк. Погнали больше 30 мотоциклов в лоб средь бела дня. Причем часть байков оснастили самодельными лопатами, чтобы разминировать поле прямо на ходу. Финал закономерен: 26 убитых, 2 десятка сожженных мотоциклов, а украинцы закончили бой вообще без потерь. Так и воюют. Одни дронами топят Крым и достают до Кремля, другие на мотоциклах с лопатами годами не могут взять одну деревушку. Недаром министр обороны Украины Федоров отрапортовал: май стал рекордным по освобождению земель. Украинцы отбили на 100 с лишним квадратных километров больше, чем враг сумел захватить. Короче, дроны достали и достанут всех. Дожили. В Крыму теперь боятся мотоциклов. Так называемые российские власти полуострова на полном серьезе запретили по ночам гонять на мопедах, скутерах и байках, потому что их тарахтение, видите ли, путают с украинскими дронами, а может быть и с шахедами, и оно сбивает с толку ПВО. Советник псевдогубернатора вообще говорит, что враг, мол, вербует ваших детей для ночных покатушек. То есть теперь любой подросток на скутере – потенциальный диверсант. Конечно, страшно для нас тоже, самих жителей Севастополя. Эти звуки, конечно, очень отрицательные для нас. Какая-то вот повышенная тревожность у людей, да, и каждому шуму и шороху не хотелось бы прислушиваться. Заправки на пока что полуострове по-прежнему льют не больше 20 литров в одни руки, так что и разогнаться-то все равно не на чем. Хотя пока одни роют окопы на пляжах, друзья Путина собрались на полуострове потягивать винишко. На крымских винзаводах «Новый свет» и «Инкерман», кумовья главаря Кремля, строят целые винные Диснейленды с дегустационными залами и яхтенными маринами, пишет The Insider. Осталось только дождаться, чтобы ту марину навестил украинский морпех. Не успели приструнить Венгрию, выскочила Болгария. Сначала венгры в последний момент вырезали из общей декларации ЕС пункт о быстром приеме Украины в Евросоюз. Новый премьер хоть и помягче Орбана, а подгадить успел. Следом отличилась и София. Пригрозила заблокировать новый пакет санкций, если из него не уберут патриарха московского Гундяева, того самого папа, что благословляет войну против Украины. Мол, наказывать его и чисто символически ни к чему. Один кремлевский адвокат в Европе притих, тут же объявился другой. Круговорот. Мужчин хватают прямо на улицах, вытаскивают из машин, а родственники блокируют автобусы, не давая увезти близких. И нет, это не Украина, о бусификации которой так любит вопить кремлевская пропаганда. Это уже российская Пенза. Жители целого региона жалуются на настоящую охоту на людей. По городу разъезжают микроавтобусы, силовики в балаклавах проверяют военные билеты и увозят мужчин в военкоматы. А кого-то, по слухам, там еще и прессуют и обкалывают, лишь бы подписал контракт. Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Власти все отрицают. Плановый, мол, рейд по уклонистам. Но паника такая, что чиновникам пришлось спешно успокаивать соцсети. Причина проста. Армия Путина тает быстрее, чем пополняется. Уже 5-й месяц потери обгоняют набор. Недаром в Волгоградской области чиновников уже гоняют на учения по массовой мобилизации. И все это под клятвой Кремля, что никакой мобилизации не будет. Все по плану. Знакомая песня: сначала не будет, а потом ночной стук в дверь. Она умоляла меня сфоткаться. Одной этой фразой Трамп умудрился разругаться с верной союзницей и устроить международный скандал. На саммите G7 он, по его словам, лишь из жалости снизошел до разговора с премьером Италии Джорджо Мелони. Мол, это она выпрашивала с ним фото. Гордая итальянка вспыхнула. Не знаю, почему президент США так ведет себя с союзниками. Жаль, что он не так же решителен с врагами Запада, с которыми, наоборот, куда любезнее. Но одно он должен запомнить. Ни я, ни Италия никогда и ни о чем не умоляем. Рим оскорбился всерьез. Глава МИД в знак протеста отменил свой визит в Вашингтон. Американского посла вызвали на ковер. Вот так вот на ровном месте из-за одной фотографии и уязвленного самолюбия поссорились два некогда близких союзника. Что уж тут умеет Трамп заводить друзей во всех смыслах. А самолюбие его в эти дни и вовсе бьет рекорды. На церемонии вручения высшей военной награды США он обмолвился, что хотел бы наградить ею себя. Да сказали, что нельзя. Так и не нашел ничего, чего был бы по-настоящему достоин.
Но в каждой шутке есть доля шутки. Похищение средь бела дня, военный корабль, исчезнувший человек. Это не триллер, а судьба белорусского оппозиционера Анатолия Котова. Последний раз его видели в августе 25-го, когда он поднимался на яхту в турецком порту, и домой он больше не вернулся. Через 3 часа после отплытия он перестал отвечать. Яхта, официально шедшая в Сочи, тайно свернула к оккупированной Абхазии, где ее перехватил корабль ФСБ. Котова вывели из каюты, вычеркнули из списка пассажиров и увезли. Свежее расследование БРЦ, Deutsche Welle и OCCRP вскрыло целую спецоперацию. Критика Лукашенко заманили в ловушку свои же. На борту были 2 россиян, один из них связан со спецслужбами. Белорус-каратисты и давние знакомые. А ниточки ведут к сети торговцев оружием из ветеранов КГБ. Похоже на совместную работу Минска и Москвы. Но самое жуткое, спустя почти год ни Россия, ни Беларусь не признают, что Котов у них, а Польша расследовать отказалась. Накануне ему исполнилось 46, а близкие так и не знают до сих пор, жив ли он вообще. Не успели порадоваться миру, Иран снова мутит воду. Едва Трамп подписал громкое перемирие с Тегераном и открыл Ормузский пролив, как тот через 4 дня опять перекрыл судам проход, а назначенные на вчера переговоры в Швейцарии и вовсе сорвались. Причина — вспыхнувший Ливан. Израиль всю ночь бомбил позиции Хизбаллы, погибли люди. И Тегеран обиделся, ведь прекращение огня там было условием сделки. А к вечеру, правда, Израиль и Хизбалла о перемирии все же договорились, но насколько надолго и не изменилось ли это под утро? А Трамп по обыкновению рубанул с плеча. Мол, это Иран в отчаянии, им конец, ни цента не дадим. Что хваленая сделка повисла на волоске. Досмотрим этот сериал, похоже, не скоро. А на Кубе тем временем объявили перестройку, слово от которого у старшего поколения ёкает сердце. Парламент с острова Свободы, последнего оплота коммунизма, под давлением Трампа единогласно одобрил то, что еще вчера считалось ересью: приватизацию, частные банки, распродажу госсобственности даже иностранцам. Власти, конечно, клянутся, что от социализма не отказываемся, а лишь улучшаем его. Но где-то мы это уже слышали. Ровно теми же словами успокаивали народ Горбачев в СССР и партия в Китае. Чем обернулась такая перестройка для Союза, наш зритель помнит слишком хорошо. Похоже, история любит повторяться, и следующий на очереди вопрос: а далеко ли до подобного Кремлю? Пускай страдают и боль примут. Миллиардер Олег Тиньков предложил и вовсе запретить россиянам туристические визы в Европу. Логика у него такая: пока итальянцы из своих налогов помогают Украине, по их курортам разгуливают те, кто на родине точит для войны снаряды. Итальянцы поджались из своих налогов, платят деньги Украине, вот только что опять 80 миллиардов одобрили. Они дают деньги своего кармана, по сути своего кармана, налогоплательщик, на поддержку Украины, которая бомбит Россию, а бомба, которая летит, производится на заводе, где работает чувак и ее точит с утра, который приезжает в Форте-де-Марме потом. Это абсурд, нет? Исключения, по его мнению, должны быть лишь для больных, реально больных, и воссоединение семей. А остальные пусть едут в Турцию. Сам Тиньков, к слову, из российского гражданства уже вышел. А как считаете вы, справедливо ли наказывать визами простых людей? Или за войну Кремля должны отвечать не туристы? Пишите в комментариях. Но в завершение: Москва вторые сутки разгребает последствия. После атаки на столицу до сих пор тлеет Садовод, один из крупнейших рынков города. Обломки подожгли торговые ряды, и сотни продавцов в одночасье лишились всего. Такие ролики сейчас взрывают сеть. Товар, конечно же, никто не страховал, а в нем все сбережения, отложенные на семьи, детей, лекарства. Видео масштабного пожара раскололо сеть надвое. Одни сочувствуют, годы труда сгорели, держитесь. Другие злорадствуют, припоминая, как сами россияне радовались пожарам в Белгороде и Харькове. И вот она, главная правда. Война, развязанная Кремлем, дошла уже до каждого. И до фронта, и до простого торговца носками. Но виноват в сгоревшем товаре, кажется, не дрон, а тот, кто эту войну начал. А вы что думаете? Справедливая расплата или просто жаль обычных людей? Напишите в комментариях, и, конечно же, увидимся уже вечером. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на канал.